Искусственный интеллект для бизнеса, AI-агенты для бизнеса. Каждый второй ролик на YouTube про агентов предлагает собирать сценарии в N8N и других системах автоматизации, подключать API, настраивать самостоятельно или платить разработчику. Сегодня я покажу альтернативный путь. Как получить те же результаты без кода, без сложных платформ и сложных интеграций, только на контексте вашего бизнеса и в вашем аккаунте, ChatGPT или Claude, неважно. Уже в конце этого ролика я дам пошаговое руководство, как запустить на базе вашего чата GPT работающую систему, помогающую каждый день вашему бизнесу становиться лучше. Проблема в том, что все гайды по AI-агентам ведут в одну и ту же сторону. N8N, Make, Zapier, Airtable, API-ключи, 15 нод в одном сценарии. И чтобы собрать одного агента для бизнеса, нам нужно соединить целую кучу элементов. Telegram, OpenAI, Google Docs, CRM-таблица, триггеры, фоллбеки, недели тестов. И все это просто взрывает мозг даже технически подкованным людям. Не говоря уже про обычного предпринимателя, который смотрит на это и не понимает, что вообще нужно делать. Дело в том, что это путь разработчика. У предпринимателя другая реальность. Ему нужен результат, а не диплом по автоматизации искусственного интеллекта. На самом деле есть альтернатива. Искусственный интеллект, которым по-настоящему знает ваш бизнес и каждый день помогает ваш бизнес делать лучше без сложных нагромождений автоматизации. Чем отличается? Обычный чат — это спросил-ответил. Каждый раз с чистого листа. ChatGPT без настройки выдает общий ответ для среднестатистического бизнеса на планете. То есть среднего по стране, по сфере. Просто вот усредненный по планете ответ. Как вы понимаете, усредненный означает колоссально неконкретный. Искусственный интеллект в виде агента, обученного под ваш бизнес, работает по-другому. Вы ставите ему задачу, он сам решает, как к ней подойти, какие данные нужны, спрашивает у вас эти данные, в каком порядке действовать и в каком виде отдать вам результат. И главное, что все упускают, что агент хорошо работает не потому, что у него сложная структура и много подключений к разным сервисам. Агент работает потому, что он знает контекст. Это слово мы будем говорить много раз. Контекст вашего бизнеса, ваших клиентов, ваших конкурентов, вашего продукта. Без контекста даже сценарий сложнейшей интеграции будет давать общие ответы. И фактически у вас есть два пути. Путь первый — это высокотехнический путь. Сборка интеграции на базе N8N или Make.com, Telegram-бот, OpenAI через API, CRM в Airtable, триггеры, switch-ноды, fallback, памяти диалога, транскрибация голосовых, куча промптов, 2 недели на сборку. Но самое, знаете, что самое печальное? Я знаю многих людей, и включая я сам баловался таким, которые потратили недели на то, чтобы этот весь монстр заработал. Но дальше начинается самое печальное. Дальше он начинает ломаться. Ломаться раз в неделю, 2 раза в неделю. И каждый раз ты понимаешь, что тебе или нужно нанимать отдельного человека, который всю эту иерархию будет поддерживать, или нужно самому опять садиться и 2 недели тратить. Есть путь второй, который я избрал сам для себя после многих тестов. Когда ты создаешь систему на базе контекста, ты берешь самое главное — контекст. Это 2-3 инструмента, которые уже есть у каждого. Это ChatGPT или Claude, Google Doc для сохранения памяти, Google Doc есть у всех. Вместо интеграции это база знаний о бизнесе в одном документе. Это называется контекст-инжиниринг. Когда мы не с нуля пишем каждый раз промпт, а создаем систему, где искусственный интеллект уже знает нашу нишу, продукт, клиента, конкурентов. На самом деле оба пути дают результат. Но первый путь требует технических скиллов и бюджета. Второй доступен любому предпринимателю прямо сейчас, прямо сегодня. И в конце ролика я дам пошаговый алгоритм. И дело в том, что без контекста, без того, чтобы дать информацию о нашем бизнесе, о нашем проекте, любая задача к искусственному интеллекту, будь то задача, например, напиши 10 заголовков объявлений.
эта задача превращается просто в 10 шаблонных текстов, которые абсолютно невозможно применить. То есть это не агент, это генератор общих фраз. Агенту нужен центр управления, единая база знаний, которая состоит из ДНК компании, содержащей миссии, ценности, тон, позиционирование, рамки, что говорим, что не говорим. Это продуктовая линейка, что вы продаете, уникальное торговое предложение, офферы, чем отличаетесь. Без этого искусственный интеллект, увидите, начнет придумывать вам несуществующие преимущества. Писать в объявлениях, что вы самые дешевые на рынке, а вы вообще работаете в люкс-сегменте. Или писать, что вы предлагаете пожизненную гарантию, которой у вас нету. Следующий — это цифровой двойник клиента. Не мужчина 35 лет мой клиент, а то, как думает ваш клиент, чего боится, какие слова цепляют, какие отталкивают. Карта конкурентов. Сильные и слабые стороны конкурентов, их офферы, позиционирование. И когда все это собрано и подключено, тогда каждая задача опирается на этот контекст. Система помнит бизнес навсегда. И каждый раз, говоря, сгенерируй мне 10 объявлений, оно уже генерируется с учетом этого контекста. Какие задачи может решать подобная система? Первое — это стратегические задачи. Когда вы, например, загружаете сайт конкурента, и агент анализирует, находит слабые места, предлагает отстройку, вы за час получаете анализ, на который раньше уходила бы неделя работы вас или вашего маркетолога. Во-вторых, это контент-фабрика. Не напиши какой-нибудь пост, а пост для конкретного сегмента целевой аудитории, нейромодель которого есть в контексте, с конкретным оффером, предложением в вашем тоне. Вместо одного варианта 10 для тестирования в разных социальных сетях. Сценарий, рассылки, описание, скрипты продаж – все создается на базе одной базы знаний. Еще одно применение – это AI-аналитик. Когда вы, например, можете создать целую кучу гипотез, например, нагенерировать 20-30 разных объявлений, разных постов, разных креативов для рекламы, каждый под свой сегмент. Раньше на это уходило недели подготовки. Но сейчас вы можете тестировать гипотезы намного быстрее, находить сразу же рабочие связки. И все без платных платформ автоматизации. На базе ChatGPT или Claude, главное с подключенной вашей базой знаний. Почему вот такой подход, он побеждает интеграции любые? Потому что, например, у нас есть задача создать 10 рекламных объявлений для какого-то продукта, например, видеоформата и картинок. Какой у нас первый вариант есть? Пойти с нуля просто, пойти в ChatGPT, напиши, создай идеи для 10 объявлений. Результат: общие фразы в объявлениях, в картинках. Стань профессионалом, прокачай навыки, уникальная методика, мы молодцы, у нас самый классный продукт. Все общее переписываем сначала. Вариант второй: создать сложную техническую сборку с кучей автоматизаций. Оно возьмет от тебя запрос, пойдет проанализирует, отдаст другому, другой модели, другая модель отдаст третьей модели, все это вернется, соберется четвертой моделью. Звучит очень вкусно, и прямо многие предприниматели аж слюни текут, хочу попробовать. Но проблема в том, что, как я сказал, огромное время на настройку, если что-то одно где-то отвалится, опять огромное время на починить. И вариант 3, контекст-инжиниринг. ChatGPT или Claude с центром управления. Пишем 10 объявлений под вот этот сегмент. Под сегмент предпринимателя, например, который устал от подрядчиков и хочет контроль за рекламой. Агент берет все данные из базы, из контекста, создает 10 максимально точных объявлений за минуту, которые бьют четко в боли клиента и разговаривают на языке клиента, благодаря нейромодели клиента в контексте этой модели. Результат третьего варианта сопоставим, а иногда даже лучше второго. Но нюанс в том, что он доступен любому предпринимателю, без платформы, без разработчика, без предварительной подготовки. Я прерву это видео на 32 секунды, чтобы ты наконец перестал сливать рекламный бюджет. Под моим управлением было более 700 миллионов долларов США в Google Ads, поэтому все инсайты проверены на практике. Я регулярно общаюсь с топ-сотрудниками Google, а сам являюсь официальным Google партнер. Мои ученики, предприниматели со всего мира, уже оптимизировали свои рекламные кампании, сократили расходы и увеличили продажи благодаря моим методикам. Эти стратегии работают для любого бюджета, хоть $500 в месяц, хоть $5 миллионов в месяц. Я приглашаю тебя применить эти же проверенные подходы. Переходи по ссылке в описании к этому видео и сделай свою рекламу по-настоящему эффективной.
Прежде чем поговорить о том, с чего начать уже сегодня, я хочу дать несколько ошибок, которые убивают любое внедрение. Ошибка первая. Отсутствие базы знаний. Любой агент, любой чат без контекста — это просто чат GPT с оберткой, который просто дает вам средние данные по планете. Галлюцинирует, дает общие ответы. И это верно и для обычного чата, и для сложных автоматизаций. Поэтому первое. Система должна знать все о вашем бизнесе. Вторая ошибка – это коллекция из кучи сервисов вместо одной системы. Я знаю множество таких коллекционеров сервисов, у которых каждый месяц с карточки списывается и за Manus, и за Make.com, и за Zapier, и еще за 3 конструктора, и за курсор, и за какие-то еще дополнительные системы. И ни в одной из них он не дошел до результата, он не получил измеримый результат, он просто за них платит. На самом деле система строится на базе 2-3 элементов, как я сказал, чат GPT, Google Doc, максимум еще добавить Claude. Главное, это система, которая не привязана к конкретным моделям. Завтра обанкротятся какие-то модели, мы эту систему перенесем на новую модель. Мы строим систему, не привязанную ни к одной существующей разработчику моделей. Третья ошибка — это копирование чужих промптов. Когда берут, находят: ой, класс, там Вася в Фейсбуке выложил офигенный промпт. Но нюанс в том, что этот Вася, когда создавал этот промпт, учитывал контекст своего бизнеса. Его чат GPT или Claude, кто ему создавал этот код, этот промпт, учитывали его внутреннюю память, его аспекты, его контекст. На самом деле промпт — это последняя деталь. Первая деталь — база знаний. Когда мы говорим о контекст-инжиниринге, мы переходим вот этот мостик от промпт-инжиниринга, когда ой, классный промпт, к контекст-инжинирингу. Загрузи классный контекст, и любой промпт выдаст офигенный результат. Четвертая ошибка — это слишком много свободы агенту. Без порядка шагов и ограничения агент начинает идти в пляс и импровизировать. Нам нужно четко прописать, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую, что нельзя пропускать, какой шаг на базе какого делаем, и тогда агент начинает работать. То есть создать ему структуру и план. И пятая ошибка — это не обновлять контекст. Когда вы один раз загрузили контекст бизнеса и забыли. Прошло полгода, бизнес поменялся, продукты изменились, конкуренты изменились, а база знаний осталась без обновлений. И наша модель, наш агент работает в устаревшей картине мира и дает нам советы в новой картине мира, исходя из своего устаревшего видения. И, как и обещал, что вы можете сделать прямо сегодня, прямо сейчас, после просмотра этого видео. Первое. Откройте Google Doc и создайте черновик центра управления вашим бизнесом. Google Doc, черновик. Запишите в этот черновик все, что касается ДНК вашего бизнеса. Что вы делаете? Для кого вы это делаете? Чем отличаетесь? Как говорите? Какая цель у этого бизнеса? Потому что, смотрите, например, сейчас меня могут смотреть 3 собственника кафе. Но у одинакового размера кафе, одинаковая кухня, но у одного цель — стать всемирно известным ресторатором и сделать из этого единственного кафе мишленовский 3-звездочный ресторан. У второго цель — просто обеспечить работой себя и своих родственников. У него никаких амбиций нет, просто обеспечить работой себя, родственников, жить комфортно. А у третьего цель — на базе этого кафе построить франшизу на 10 тысяч точек по всей планете. И согласитесь, несмотря на то, что сегодня у каждого из них по одному кафе, даже одинакового размера и прибыльности, стратегии развития их бизнеса будут абсолютно разные. И им нужны абсолютно разные советы. Так вот, в ДНК записывайте, для чего ваш этот бизнес, куда вы стремитесь с ним, до чего вы хотите дойти, что вы делаете конкретно. Мы помогаем таким-то людям этим бизнесом. Каким конкретно людям? Чем вы отличаетесь от любого конкурента на рынке или не отличаетесь? Как вы говорите, как вы коммуницируете с клиентом, это все называется ДНК бизнеса. Далее, возьмите, создайте второй черновик, продукты вашего бизнеса. И опишите, что у вас в бизнесе есть, какие услуги, какие товары, для кого они, как они, то есть полностью продуктовая линейка, какие категории товаров, категории услуг, кто их покупает, кто флагманы, кто вспомогательные, что вы продаете. Откройте третий черновик Google Доcs и опишите одного клиента детально. Только не вида, наши клиенты — это женщины 30-45 лет. Нет. Опишите клиента в виде, что эту женщину тревожит.
Почему она пришла, например, у вас в салон красоты? Почему? Что ее мешает? Что ее беспокоит? Тезисы. Чего она хочет? Она пришла к вам, потому что она что-то хочет. Тезисы. Какие слова ее цепляют, когда вы продаете свою услугу? Например, там, омоложение или сопровождение медицинское, или диплом врача у косметолога. Вот что ее цепляет, когда ваш менеджер или вы ей рассказываете вашему клиенту? Какие слова, наоборот, ее отталкивают? Опишите это детально. Потом возьмите эти 3 документа и подключите в проекте, создайте в ChatGPT или в Claude проект, и во внешнюю память этого проекта просто прикрепите эти 3 документа. И внутри этого проекта дайте задачу. Например, напиши 5 постов для соцсетей для этого клиента под этот продукт. И по соседству откройте полностью чистый, не проект, а полностью чистый ChatGPT или Claude и дайте точно такую же задачу, точно такой же промпт. И потом сравните результат. Что вы получите с контекстом и что без. Вы увидите, что результат будет абсолютно противоположные, абсолютно разного уровня. Поделитесь, кстати, в комментариях, насколько разными будут эти результаты. Или, возможно, у кого-то так совпадет, у кого-то среднестатистический бизнес и будут одинаковые. В любом случае, делитесь в комментариях. А теперь представьте себе, что мы набрасываем не черновики, эти 3 документа, а мы набрасываем эти документы по методологии, разработанной Кембриджским университетом как опросник для бизнеса. Мы разрабатываем эти документы, которые каждый из них там 3-4 страницы, концентрированная информация о бизнесе. Мы создаем нейромодель клиента, мы делаем цифровое сканирование конкурентов, мы делаем helicopter view, взгляд с высоты птичьего полета, сканируем, опять же, с помощью серии Deep Research нашу сферу деятельности. И мы добавляем к нашему проекту прошивку, как именно должен думать наш агент, в какой памяти он должен обращаться, в каком случае, как он должен с нами... То есть мы задаем ему четкие рамки развития нашего проекта. И теперь представьте себе, что вы такую систему можете построить за 5 недель, что мы и делаем с нашими учениками на воркшопе AI-система маркетинг. Под этим видео есть ссылка на бесплатный вебинар, на котором я расскажу от и до, как создается по шагам, уже на более сложном уровне, подобные системы. Регистрируйтесь на вебинар и увидимся с вами там.